Он ловит рыбу с Рамзаном Кадыровым и пользуется особым доверием Владимира Путина. Он охранял Михаила Горбачева во время визита в США и штурмовал захваченную школу в Беслане. Этот человек – генерал Александр Мотовников, действующий заместитель главнокомандующего сухопутных войск, ключевой военный начальник, который пользуется личным доверием Путина. Настоящий русский офицер, как его называют в СМИ. Герой России генерал-лейтенант Александр Мотовников. Генерал-лейтенант Мотовников. Отличная банька. Мальчик тебя ждет. Да, и это тоже генерал Мотовников. Всем привет, меня зовут Сергей Ежов, и сегодня я расскажу вам о генерале Мотовникове, который в молодости попал по блату в КГБ. При Путине стал героем России, а сегодня тайно обогащается на войне. Баня очень мягенькая. Видео, где наш генерал зазывает своего собеседника в мягонькую баньку и пребывает в несколько неуставном виде, пару лет назад было опубликовано в анонимном телеграм-канале. Позже там же появилось и продолжение. На этот раз заместитель главнокомандующего сухопутных войск порадовал зрителей зажигательным стриптизом. Мы показываем эти видео не ради занимательных кадров. После их публикации Мотовников пропал из публичного поля. Говорили даже, что попал в опалу и чуть ли не лишился должности. Негоже, мол, офицеру так себя вести. Но нет. Судя по всему, ролики Путину понравились. Это здорово. Это нужно смотреть. Мне это очень приятно. Уже после их публикации он присвоил Мотовникову очередное воинское звание – генерал-полковника. У Мотовникова вообще удивительная судьба и карьера. До того, как стать одним из основных российских военачальников, он был полномочным представителем Путина в Северо-Кавказском федеральном округе, то есть главным смотрящим, глазами и ушами президента на всем Северном Кавказе. А до политической и военной карьеры Мотовников почти 30 лет прослужил в Альфе. Как он сам рассказывает, туда его устроили по блату. Его отец был высокопоставленным сотрудником КГБ и работал в управлении, которое занималось организацией наружного наблюдения за советскими и иностранными гражданами. Связи оказалось достаточно, чтобы обеспечить Мотовникову действительно выдающуюся карьеру. Он, например, работал в личной охране Ахмата Кадырова, отца Рамзана. В 2000 году Путин подписал указ о назначении Кадырова-старшего главой администрации Чечни, а Мотовникова, соответственно, командировали на обеспечение его безопасности. С Кадыровым Мотовников, по своим собственным воспоминаниям, жил под одной крышей и ел из общего котла. Полностью выстроил его систему безопасности. Правда, не очень успешно. Кадырова-старшего в 2004 году взорвали на стадионе, а самого Мотовникова в этот день в Грозном не оказалось. В 2002 году Мотовников участвовал в операции по штурму Норд-Оста, из-за которого погибло более 130 заложников. В 2004 был одним из координаторов антитеррористической операции в школе в Беслане. Убитыми оказались 333 человека, в том числе 186 детей. Звезду Героя России Путин дал Мотовникову за Сирию. Какой конкретно подвиг совершил талантливый танцор, неизвестно. Важно не то, чтобы люди знали, а чтобы реально чувствовали. Несмотря на военную карьеру, Мотовников явно любит жить красиво, не в казармах. И появилась эта тяга не вчера. Достаточно почитать его интервью и узнать, в каком восторге он оказался от своей первой поездки в Америку. Еще в 1987 году он отправился в Вашингтон в составе группы охраны генсека КПСС Михаила Горбачева. Советских охранников поселили в 5-звездочном отеле, где Мотовникова сильнее всего впечатлили мини-бары с бутылочками виски, джина и водки. Навсегда Александр Анатольевич запомнил и как урвал в американском универмаге вареные джинсы за $23 и двухкассетный магнитофон. Охранял Горбачева Мотовников и во время его следующего визита в Штаты. Через год они полетели в Нью-Йорк. Но теперь расходы советских охранников американцы уже не оплачивали. Поэтому поселились они на территории советского постпредства. Тут чекисту Мотовникову уже не так понравилось. Скучная казенная мебель, желтые стены, специфического цвета шторки на окнах и даже тараканы. Патриотично. Теперь уже сам Мотовников может принимать, если потребуется,
В своих владениях целые делегации. У него и его семьи мы обнаружили впечатляющего для госслужащего и военного коллекцию недвижимости. Хочу поблагодарить тех, кто построил и подарил. 2 квартиры в Москве, на Мосфильмовской и в Аптекарском переулке, дачка в Подмосковье. Ну и недавно приобретенные, уже после начала СВО, 3 квартиры в новеньком ЖК «Династия». Он расположен в районе Хорошевского шоссе. Место для Матовникова стратегическое. Рядом, буквально в нескольких минутах ходьбы, располагается целый ряд объектов Минобороны, включая Главное управление Генштаба. Говоря словами из известного кинофильма, это и кузница, и житница, и здравница. Ну и южные жемчужины коллекции. Квартира вот в этом новом ЖК в Алуште оформлена на дочь. Почти 170 метров с шикарным видом на море. Такая стоит почти 100 миллионов рублей. И еще 2 квартиры в Ялте. Стоимость обнаруженного нами имущества семьи Матовникова около 500 миллионов рублей. Ни зарплаты военного, ни доходами его супруги объяснить происхождение средств на приобретение недвижимости невозможно. Как и в целом их образ жизни. Жена генерала Светлана Матовникова только с начала войны 2 раза отдохнула на Мальдивах и 4 раза в Дубае, где она не просто лежит на пляже, но и скупает дорогие сумки и туфли за $1000. Утверждаете ее? Она ко мне подходит, не только к моему телефону. С деньгами Матовниковым мог помочь талантливый зять. 2022 год. Разгар так называемой специальной военной операции. Генерал Матовников героически воюет с НАТО в Украине. А его дочь в это время отправляется, конечно, на территорию НАТО, в Испанию. Пока отец отправлял солдат в штурмы, сама Анна гуляла по улицам Сан-Себастьяна и заглядывала в местные рестораны. Вот она пишет в своем телеграм-канале, что попробовала в Испании лучшую фуагра в ее жизни. Не обошлось и без уничтоженного на территории НАТО осьминога. Благодарю вас за героизм, мужество и отвагу, которую вы проявили в ходе выполнения задач боевых в ходе специальной военной операции. Путешествовала Анна по Европе вместе с будущим супругом, о котором я хочу отдельно вам рассказать. Его зовут Денис Избрихт. За него дочь зам главнокомандующего сухопутных войск вышла замуж в 23 году. Избрихт достаточно крупный бизнесмен. Ему, например, принадлежит масложировой завод в Лисках, компания «Ваш хлеб» из Белгорода и производитель подсолнечного масла «Росошанский». А вот после начала войны и начала отношений с дочерью генерала Избрихт расширил сферу своих интересов и кроме молока и масла заинтересовался производством взрывчатки. С 22 года ему принадлежит самая большая доля в АО «Промсинтез». Эта компания занимается изготовлением взрывчатых веществ для боеприпасов, авиабомб и ракет. Причем даже по финансовой отчетности Промсинтеза видно, как годы войны стали выгодны семье путинского генерала. И я уверен, что те заделы, которые сделаны за последние 5 лет, они дадут свои плоды. Избрихт стал собственником и активов испанской компании «Максам» в России. «Максам» – один из крупнейших мировых производителей взрывчатых веществ. В России предприятия, которые раньше принадлежали «Максам», а теперь Избрихту, участвуют в цепочке военных поставок, например, детонаторов для диверсантов. И в военном переделе собственности новый зять Матовникова засветился. Ему досталась компания «Южгаз Энерджи» украинского олигарха Игоря Коломойского. Она занимается добычей природного газа в республике Адыгея. Сначала государство национализировало этот актив Коломойского, а затем Росимущество продало его Избрихту по заниженной цене. Эти люди по всей стране делают благородное дело. В общем, за несколько военных лет Избрихт из бизнесмена средней руки и мелкого хулигана, который избил гаишника, превратился в человека, который проворачивает многомиллиардные сделки и скупает оборонные заводы. Так что давайте всегда помнить, когда нам говорят, что свою страну надо поддерживать в любой ситуации, даже когда она ведет несправедливую войну, то поддерживать предлагается даже не абстрактное государство, а таких вот Матовниковых и Избрихтов, которые на войне зарабатывают, наслаждаясь фуагра в Сан-Себастьяне. И в этом я не вижу никакой проблемы. Сразу после публикации этого расследования юристы Фонда борьбы с коррупцией составят официальные жалобы
И мы будем требовать введения санкций против Дениса Избрихта, как одного из бенефициаров войны. Помогите распространить этот ролик. Пошлите его тем, кто продолжает верить в российскую армию и доверять всем этим генералам. Всем привет, это Мария Певчих. Мы делаем расследования, которые обсуждают, цитируют и распространяют миллионы людей. И мы знаем, что вы их любите и всегда ждете новые. Но расследование – это очень дорого. Выписки, документы, съемки, командировки, месяцы работы большой команды. Все это возможно только благодаря поддержке зрителей и спонсоров нашего канала. Станьте одним из них. И благодаря вам мы сможем продолжать выпускать расследования и, как уже много лет, рассказывать вам правду.